Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами находимся в поселочке Морское. Это тот поселок, с которым началось мое знакомство с Крымом. Сюда я попал, я не помню в каком году, это было очень-очень давно, но отсюда началось, друзья, мое знакомство. Те, кто отдыхает в этом поселке, прекрасно знают пансионат «Зенит». Именно у этого пансионата есть свой пляж, и на этом пляже я впервые в жизни в Крыму работал спасателем. Моя первая крымская работа здесь была. Вот так пролетело здесь поллета, потом я перешел в Судак, потому что из Судака ездить каждый день в Морское было проблематично, и уже работал в Судаке спасателем там детского лагеря. Вон там наверху находится Дом культуры в селе Морском. Обычно там вечером собирается местная молодежь и тусуется. Раньше этот поселок был поселком мопедов, у каждого человека был скутер, потому что на скутере можно было легко передвигаться, но легче, чем на машине. Это, можно сказать, одна из главных улиц. Улица Карла Маркса, которая выходит прямо к рыночку и на море. Сейчас покажу вам, как там все выглядит. Поселок, я смотрю, зеленый, много здесь зелени. Еще обратил внимание на то, что во многих домах растут высокие пальмы, как на набережной Ялты. Поэтому климат подходит. Почему на набережной их не повысаживали, интересно. Хотя здесь такая набережная маленькая, но в Судаке могли бы высадить, было бы прикольно. Смотрите, какие здесь кипарисы. Кто отдыхал в Морском, я просто уверен, что вы полюбили этот поселочек. Очень душевный, очень такой уютный. И отсюда началась моя история. Можно сказать, посмотрите, какие здесь ели растут. Так, мы с вами идем сейчас на пляж. Я не знаю, будет ли сегодня закат солнца, увидим ли мы солнце, потому что на небе тучки, но это нас не остановит. Эта улица, это типа кипарисовая аллея в Судаке. Здесь располагаются все кафешки, все магазинчики, которые работают летом. Сейчас, как видим, на зиму тоже все позакрывалось, потому что людей зимой нет, работать невыгодно, и все ждут следующего курортного сезона. Вот сейчас мы выйдем прямо на рыночек, если я не ошибаюсь, здесь должен быть рынок. Здесь немножко, конечно, все пристроилось. Дома повырастали, чуть расширились. Раньше было немножко по-другому. Вот такие здесь разные палатки торговые. Здесь где-то, помню, была такая столовая, в принципе, недорогая. Вот здесь, если не ошибаюсь, мы всегда питались. В общем, друзья, вот такое оно Морское. Осенью, уже через несколько дней зима наступит. Вот некоторые магазинчики еще работают, как мы видим, продуктовые. Я даже не знал, что здесь он работает, потому что только в центре думал, зимой что-то будет работать. Но оказывается, что здесь тоже. Вот торговые ряды, все закрыты. И мы выходим к бару, который называется Русич. Многие здесь тусовались. Летом здесь два бара. Русич и Джелеп там находится. Я работал возле Джелепа. У него там гостиница прям с видом на море. И там находился диско-бар Джелеп, если не ошибаюсь. Ну, сейчас мы выходим, в принципе, на набережную Морского. Посмотрим на море. Так, где шашлык ел? Кстати, в Русиче я ел шашлык. Мне там он очень из свинины понравился летом в этом году. Я не помню, вставлял я это в ролик или нет, но там вкусный действительно шашлык был. И вот она, набережная Морского. Посмотрите, как здесь шикарно. Людей нету, мы с вами единственные люди. Сейчас дойдем до того места, где я когда-то работал. Посмотрим, какая обстановка там. Конечно, насколько я помню по своей памяти, что года 4 или 5, когда здесь работал, пляжная линия была шире метра еще, не знаю, на 3-4 точно. Уменьшилась за это время она намного. И сейчас вот такая. Кстати, возможно, таки закат. Сейчас солнышко будет садиться вон там, мы сами сможем видеть. И он будет шикарный. Конечно, если солнце там будет садиться, я очень на это надеюсь. Потому что, смотри, полоса там подсвечивается. Скоро уже будет закат в 5 часов. Так, наверху здесь расположены какие-то кафешки. Это я не знаю, что за кафе. С такими штуками. Здесь, конечно, стена вся полностью разваливается. Посмотрите, коррозия съедает металл. Потом идет разрушение цемента вот этого. И все вот так падает.
это, конечно же, нужно восстанавливать, потому что во время зимних штормов море, вот об все эти стенки аж бьется, и по чуть-чуть все разрушается. Но я думаю, там, где находится гостиница, они, конечно, все это для себя делают, чтобы не происходило разрушение их гостиниц, фундамента. Но здесь, где кафешки, что-то не особо заморачиваются, и, как видите, идет разрушение. Вон гора Кабан, на которой находится язык тролля, который мы с вами посещали. Если идти по низу, то можно выйти в село Веселое. Не в село, а на его набережную. В набережную села Веселое. Так, давайте поднимемся вверх. Вот здесь находится гостиша Джелеб. Зимой она, скорее всего, не работает, потому что здесь нет отопления, я так подозреваю. А без отопления будет очень-очень холодно вам. Так. Это, можно сказать, уже набережная. Вот так выглядит здесь набережная. Конечно, состояние ее ужасное, что могу сказать. Но, не знаю, я чувствую здесь так уютно себя. Вот сам бар здесь находился. Джелеб. Снова, да. Здравствуйте. Что тут у нас потеряли? Да снимаем набережную, поселочек. Я, кстати, смотрю все твои... Спасибо. Подписаны? Нет, не подписан еще. Ну, Так что подписались в Ютубе. Здравствуйте. Так, а вы здесь работаете, да? Ну, мы электричеством занимаемся, да. Понятно. Когда-то тоже здесь работал. Там на пляже, да, спасателем. В общем, друзья, вот так нас уже здесь узнают. Рабочие. Вот такая она набережная. Кстати, когда я работал, я помню, что ставили сети, каждое утро их доставали, ловили на них рыбу, но чаще всего попадались скаты. Их тоже жарили, ели, они такие с шипами были. Я, честно говоря, брезговал их есть и не ел. Вот здесь так и растет виноградик. Конечно же, листочки опали, но все равно очень красиво. Хоть набережная супер неухожена, как я это вижу, но, блин, мне здесь дико нравится. Не знаю почему. Просто это ностальгия, воспоминания. В то время оно было очень крутым, когда мы здесь работали. Познакомился со всеми здесь из Морского, которые отдыхали на пляже. Вот здесь, собственно, вот это уже наша территория за забором была. Вот здесь мы и работали. Здесь стоял у нас пост спасательный, был бинокль. Вот этой вышки раньше не было. Сейчас, походу, на вышке они работают, но раньше не было. У нас было помещение. Вот это все помещения все наши были, но вот эти сдавались под аренду. Кафешка здесь летом была. А вот это было наше. Там хранился наш разный инвентарь. Мы все там пили чай, кофе. Помню, скидывались на печенье. Здесь у нас тоже стоял столик, стулья. Было прикольно. Вот эти все перила мы красили сами вручную. Чтобы вы понимали, вот эти штуки. Все мы лично красили, вплоть до туда. Было, конечно, круто. И тут еще этот бак с водой, который наверху тоже красили мы. В общем, сначала нужно подготовить бы эту площадку, чтобы запуститься летом. Всю траву подметали здесь, вырывали, убирали, красили, чтобы запуститься к летом. Здесь, кстати, стояли у нас шезлонги. Отдыхающим мы их сдавали в аренду. И на этом, конечно же, зарабатывали все денежки себе. Вот здесь пляжик был вообще очень широкий. У меня еще фотки старые оттуда, где я вон там нахожусь. Вот этих, видите, тут между ступеньками есть такие щели. И обычно после штормов сюда забиваются то ли монетки, то ли кольца золотые, то ли цепочки. В общем, если там поковыряться, вы 100% что-нибудь найдете такое драгоценное. Ну, возможно, не драгоценное, какую-то монетку точно вы найдете. Когда делать было нечего, мы вот этим и занимались здесь. Вот здесь, в этом месте, смотрите, было очень-очень много песка, прям, наверное, по колено. И нам нужно было его расчистить до бетона. Мы его и лопатами убирали, потом какой-то штукой специально этого сгребали вниз. Но все очистили. Здесь был у нас чисто бетон, стояли шезлонги. Вроде бы мы все что-то еще стелили, какую-то под низ штуку. Зеленая трава, что ли, была такая искусственная. Вот здесь находился душ с пресной водой. После моря здесь можно было искупаться под душем. И вот так. Там уже находился дикий пляж. Там же отдыхал все, кто хотел.
Здесь прям пляжик, посмотрите, совсем уменьшился. Расстояние прям буквально здесь метров 5 до моря. Такого раньше точно не было. Пляж очень уменьшился, это однозначно. Вот такое сегодня море, вот такое сегодня небо, прекрасная погодка. Вот такой ролик. Сейчас мы отправимся с вами чуть дальше, пройдемся туда до горы Кабан. И надеюсь, мы успеем с вами. Уже скоро начнет темнеть. Надеюсь, встретим закат и не пропустим наш последний автобус, чтобы он без нас не уехал. И запустим, конечно, коптер, полетаем здесь, покажу вам все высоты птичьего полета. Будет, в общем, интересно, не переключайтесь. А вот так выглядит причал в селе Морское. Вот что от него осталось. Только эти железные сваи, которые торчат из моря. Думаю, что через 3-4 года в Судаке будет такая же картина, потому что судакский причал не восстанавливать, он никому не нужен. К сожалению, вот такая печальная картина уже у нас в Морском. Ждем, когда так будет в Судаке. Здесь в Морском есть вот такой мост, и одна из подпор этого моста является стеной, которая посвящена Виктору Цою, потому что именно в этом месте очень много лет назад Виктор Цой со своей командой, группой кино ставили вот на этом месте свою палатку и отдыхали здесь, отчиняли свои песенки. Вот так, друзья, здесь была легенда. Вот такой здесь установлен памятник в виде большой гитары. И здесь давайте прочитаем. Я уже читал, что здесь написано, сейчас разочек вам прочитаю. Здесь начиналось кино. Летом 1981 года на этом месте стояла палатка, в которой отдыхали 3 молодых людей. Виктор Цой, Алексей Рыбин, Олег Волинский. Жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая стала впоследствии называться «Кино». Вот так, друзья, здесь рождалась легенда, чтобы вы понимали. Вот такие у нас шикарные, интереснейшие места. Но мы с вами отправляемся дальше. Хочу вам показать, если успею, конечно же, самый красивейший виноградник в Крыму. Да, не побоюсь этого слова, в Крыму, друзья. Если, конечно, успеем туда подняться. Нужно ускоряться, пока солнышко у нас не опустилось уже в море. Он находится вот здесь, на самой вершине горы. Возле завода прям. Погнали поскорее. Как же круто идти вот так возле моря по дороге, когда вокруг нет ни души. Друзья, вот не знаю, как вам передать эту атмосферу. Вот такой дикий Крым я просто обожаю. Обязательно посетите Крым осенью, либо зимой. Получите невероятное ощущение. Я вообще считаю, что дорога из Судака в Морское самая живописная дорога, потому что вы едете прям вот так возле моря. Где вы еще так можете проехать, скажите мне? Вот дорога, и вот буквально метров 7 море уже находится. И так несколько километров нужно ехать. Очень здесь красиво, особенно когда шторм. Дико круто здесь проехать на машине. Так что, если будете в Крыму на своей машине, обязательно прокатитесь по этой трассе. А мы видим, что солнышко уже пробивается сквозь тучи. Возможно, все-таки сегодня и выстрелит. Смотрите, раньше в Крыму на участках пустых можно было строить вот такие сарайчики. И в будущем их узаконить и построить на их месте дом. Это назывался самозахват. Насколько мне известно из новостей судакских, что вот эти домики будут сносить, они здесь стоят сейчас незаконно. Сейчас уже так нельзя захватывать земли, поэтому все будут сносить. Построены из вот такого материала. Многие спрашивают, что это за материал. Это называется ракушняк. Дома из него строят только в Крыму. Здесь такая соломенная крыша. И как видим, здесь был какой-то пожар. Походу, крыша сгорела, не выдержала такого наплыва. Ее заново перестроили потом. Вот такие здесь домики. Конечно, иметь такой участочек на берегу моря было бы просто шикарно. Согласитесь, ты выходишь, и перед тобой вот тут в 25 где-то метрах уже море находится. Конечно, это было бы очень здорово. И все мечтают о таком домике возле моря, чтобы зимними холодными вечерами слушать шум прибоя. Это было бы действительно круто. Согласитесь. Кто хочет себе домик возле моря? Пишите в комментариях, если хотите. Смотрите, здесь дожди уже подмывают дорогу. И скоро подмоют уже и асфальт. Поэтому скоро будет здесь опасно передвигаться. Здесь находится такой пансионат под названием «Алмаз» с собственным пляжем. Насколько мне известно, его буквально недавно выкупили за 30 миллионов рублей. Это очень-очень дешево. И что-то мне подсказывает, что произошла какая-то коррупционная схема с его покупкой. Как вы думаете, может ли пансионат на берегу
море стоить 30 миллионов рублей с огромнейшей территорией? Я думаю, что, конечно, не может. Поэтому службам каким-то бы здесь нужно было бы разобраться. Но вот так-то печально. Не знаю, работает он или не работает. Возможно, он запустится. Кто отдыхал в нем, напишите, пожалуйста, как вам отдых в пансионате «Алмаз» в Морском. Еще есть пансионат «Солнечный камень», он впереди у нас находится. Он тоже уже 4 или сколько, 5-6 лет не функционирует. Почему? Неизвестно. Некоторые говорят, что у него какие-то хозяева там с Украины не могут его запустить. В общем, много про него ходит слухов, но истину никто не знает. Как вы думаете, почему пансионат «Солнечный камень», у него прекрасный там такой сад, прекрасная территория с реликтовыми растениями, не функционирует? Было бы очень интересно узнать, что нам кто ответит. Здесь находятся вот такие плиты на пляже, которые просто вымыло штормом, все подмыло, под ними пустота. И вот такие старые, никому не нужные беседки с прогнившей крышей, к сожалению. Вот это бетонное укрепление происходило уже при мне, когда я здесь был. Я помню, когда здесь была просто земля, штормом тут супер сильно подмыло дорогу, что начало осыпаться. И приняли такое решение, что нужно ее укрепить. И укрепили, вам скажу, очень конкретно. Все сделано по технологиям, до сих пор все держится, не разваливается. Видно, что сделали на века. Вот такая вот бетонная конструкция, которая позволит нашей дороге еще очень-очень много лет существовать. А сейчас мы приближаемся к недострою, который еще с советского времени стоит прямо здесь, на берегу моря. Это недостроенный пансионат под названием «Парус». Здесь снималось десятки фильмов в нем, и самый известный, который снимался, это «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Все вы, наверное, о нем когда-нибудь слышали. Здесь летом располагается кемпинг. Приезжают сюда на своих машинках с палатками, люди отдыхают и живут прямо на берегу моря. Сейчас нет ни одной палатки, ни одной машины, все разъехались. Вот так, друзья, наступила настоящая уже осень, скоро будет зима. Конечно, проект здесь был очень крутой. У них был собственный вот такой выход к морю, который ведет прямо над дорогой. Вот такой мостик здесь сохранился. Выглядит, конечно, очень круто. И сейчас это здание в продаже, поэтому у кого есть много миллионов рублей, можете его свободно выкупить и построить, восстановить и заняться таким бизнесом курортным, сдавать в жилье номера и сами будете жить на море. Вот здесь у него собственный пляж, кстати. И вот пансионат тоже огромных размеров, «Солнечный камень». Он не работает. Я ни разу не был на его территории, но по слухам, по историям, которые мне рассказывали, говорят, что там очень-очень красиво. При переходе Крыма из Украины в Россию он почему-то перестал работать. Почему? Остается только нам догадываться. Для тех, кто не знал, говорю, село Морское раньше называлось Капсихор. И мне это название прям очень нравится. Я бы даже сейчас переименовал его обратно в Капсихор. Здесь находятся самые красивейшие виноградники в Крыму. Сейчас я вам покажу одни из них, на которых я уже смог дойти. Они, в принципе, недалеко от моря находятся. Смотрите, какая здесь красота, друзья. Вот это все желтое, оранжевое, красное. Это виноградные поля. Выглядят вживую дико круто. Жаль, что нет солнышка, чтобы на них посветило. Они бы еще красивее выглядели. И тянутся аж до Междуречья в ту сторону. И вон за посадочкой там поля виноградные. В общем, кто вам еще покажет такую настоящую крымскую красоту? Но предупреждаю, это не то поле, которое я вам хотел показать. Мое поле находится еще выше, и оно такого красного, бордового цвета. Таких я еще нигде не видел, поэтому отправляемся еще повыше, чтобы посмотреть на это шикарнейшее поле. Только поговорили про солнышко, и вот оно своими лучиками дотронулось до листьев винограда. Посмотрите, как они подсветились красиво. Вот, особенно в этом месте, смотрите скорее. Пока солнце дает нам такую возможность. Очень это красиво смотрится. Просто у меня слов нет. Вот такая она крымская природа, крымский виноград. Дико круто. Давай, солнышко, еще нам больше света. Давай, давай. Ну как вам, друзья? Вид просто бомбический отсюда. Все, солнышко зашло, но хоть на секунду, но показало нам. Ну кто вам покажет еще вот такую красоту? Я просто не могу нарадоваться, друзья. Очень красиво.
Солнце вышло, прямо светит на этот виноградник, и грех его не поснимать. Вот здесь можжевельник, кипарис точнее растет, и виноградник. Просто дикий, настоящий Крым, который я обожаю. Осенний, самое главное, когда нет людей, нет толп туристов. Вот такая здесь красота, тихо, спокойно. Идешь и наслаждаешься этой шикарной погодкой и природой. Я еще в такой желтой кофте под цвет виноградника, можно сказать. Очень круто. Бежал, чтобы успеть к солнцу. Это самый красивый виноградник Крыма, который вам не показывал еще ни один блогер. Смотрите, какая же здесь красота. Посмотрите на этот бордовый цвет. Я сам его случайно заметил, когда ехал на автобусе. Выглядит он просто очень красиво, очень живописно. Давайте ближе подойдем. Посмотрите, какая красота. Просто настоящая у нас осень. Еще солнышко сейчас за гору сядет. Мы успели буквально минута в минуту. Ну что, какой еще блогер вам показывал такую шикарную крымскую красоту? Никакой. Фух. Как же здесь. Надеюсь, меня не наругаешь, что тут хожу по виноградникам прям. Винограда уже нету, Чамбалос прошел. Виноград собрали. А вот такая красота у нас с вами осталась. Посмотрите, как листочки все просвечиваются на солнце красным цветом. Это просто что-то нереальное. Во, вот это красота. Цвет у виноградника дико бомбический. Я так доволен, что я успел попасть сюда, что я снял это для вас, друзья. Просто нет слов. Сейчас попробую запустить квадрокоптер. Правда, там какие-то военные вышки стоят, но ничего, я должен снять вот эту всю красоту для вас квадрокоптера обязательно. Вы только посмотрите на это. На фоне у нас гора Кабан. Вот такой прекрасный Крым осенний. Летом, конечно, такой красоты 100% нету в Крыму.
спустились к морю, чтобы завершить здесь свой видеоролик. Но прежде хочу вам показать вот эти деревья. Все вы их, скорее всего, не знаете, но плоды этого дерева называются Адамово яблоко. Его уж вы точно знаете. Вот они здесь просто так валяются. Другое его название – маклюра. На набережной на Кипарисовой Судака их постоянно продают. Говорят, что они лечат от всех болезней. И здесь они просто вот так бесплатно валяются. Приходите, собирайте кому надо. Вот они только с дерева недавно попадали. Посмотрите, сколько их много. Как теннисные мячики. Вот так. Вот вам маклюра. Посмотрите. Здесь можно собирать, мыть ее и идти продавать на набережную города. Вот здесь ее очень-очень много. Если походить здесь по траве, по листьям, можно целый пакет, я думаю, насобирать спокойно. Ну что, наверное, будем завершать этот видеоролик. Завершим мы его на побережье Черного моря. Все мы его очень любим. Вот такое здесь красивое, шикарнейшее место с такими деревьями. Листочки уже тоже пожелтели, уже заканчивается осень, скоро наступит зима. Я надеюсь, что в Крыму выпадет снег, потому что я хочу поснимать зимний Крым со снегом, чтобы его показать вам. Ну и, друзья, немножко во море. Смотрите, какая красота. Закат сегодня, скорее всего, не прострелит, потому что там тучки. Но, мне кажется, самое интересное мы с вами сегодня уже отсняли. И давайте немножко шума прибоя вам. Море чистенькое, водичка прозрачная. В общем, красота в Крыму. Вот так, друзья. Давайте, наверное, прощаться. С вами был я, Александр Михаленко. Поддержите этот видеоролик репостом во все свои социальные сети. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, потому что я буду показывать зимний Крым. Встретимся уже завтра в новом видео. Всем пока!